Доброго, хорошего дня! Я очень рада приветствовать всех зрителей своего канала «Вяжем крючком». Ну а тем, кто интересуется вязанием спицами, приглашаю посетить мой параллельный канал, там, где мы с вами вяжем спицами, и ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим видео. Какое-то время назад мы с вами связали красивейший узор, который назывался «Денежное дерево». И судя по просмотрам, он вам понравился. Позже я показала вам мастер-класс вязания бактуса лавандовый именно этим же узором. Ну а сегодня я хочу с вами начать мастер-класс кардиганчика, не очень длинного, где-то будет он до бедра, с длинным рукавчиком на застежке и с капюшоном. Наш кардиган мы будем вязать, начиная от горловины, с обязательным вывязыванием ростка, с красивым оформлением реглана, ну а позже мы будем уже вывязывать капюшон. Вяжу я этот кардиган из вот такой вот пряжи турецкого производства, 70% катона и 30% вискозы, 100 грамм, 350 метров. Пакована она вот в таких вот целлофановых сумочках. И скорее всего, что у меня уйдет на этот кардиганчик 2 вот такие вот упаковочки. Но точно я могу сказать только лишь уже в конце самого мастер-класса. И использовать я буду крючок, как всегда, фирмы Tulip номером 1,8. Ну а показывать сегодня вам, как вывязывается росток в этом кардигане, как оформляется реглан, я буду вам на вот этой вот пряже. Это акрил Diva Shield, очень близок к толщине нашего хлопка. И сегодня мы с вами свяжем росток и начало реглана. Ну и, наверное, многие уже обратили внимание, что сбоку так назойливо лежит еще вот такой вот образец. Это параллельный проект. Это тоже будет вывязывание от горловины с ростком, с регланом, но с рукавчиком, наверное, до локтя или 3/4 и с маленькой стоечкой. Кардиганчик этот будет короткий и только лишь на одной какой-то застежке. Я планирую сделать из этого красивую такую накидку болеро к вечернему платью. И эта накидка вяжется из вот такой вот пряжи, тоже турецкого производства. Это мои запасы хомяка. Я, конечно, не знаю, можно ли еще купить где-то такую пряжу. Была бы рада, если кто-то подсказал. Крючок для этой пряжи я беру 1,3. Ну вот, после длинных предисловий и объяснений начинаем вязать наш кардиган. Но прежде чем мы начнем вязать, я настоятельно вам советую сначала посмотреть вязание самого узора «Денежное дерево». Ссылочку я обязательно поставлю в описании под этим видео. Так как вязать я буду либо очень быстро, акцентироваться я буду на ростке и на реглане, сам узор местами буду даже пропускать. Начинаем. Вяжем первую петельку, которая у нас не считается. И теперь вяжем одну большую арочку. 1, 2, 3, 4, 5, цепочки из 5 воздушных петель, 2 накида на крючок, и из первой петельки провязываем столбик с 2 накидами. Теперь вяжем маленькую арочку. 1, 2, 3, цепочка, 1 накид на крючок, соединение между арочками по 2 дужки, провязываем столбик с 1 накидом. И снова большая арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида на крючок, соединение между арочками по 2 дужки, провязываем столбик с 2 накидами.
Мы сделали с вами одно повторение раппорта, вяжем еще дважды, должно быть 3 для начала ростка. Набрали 3 повторения узора. Теперь возвращаемся, вяжем первый ряд. 1 воздушная петелька, под первую уже большую арочку провязываем столбик без накида. Теперь вяжем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И заходим в следующую маленькую арочку, провязываем столбик без накида. Цепочка 1, 2, 3, 4 воздушные петли, 3 накида на крючок. Из этой же маленькой арочки провязываем столбик с 3 накидами. 1 воздушная петелька, и под эту арочку мы вяжем 6 столбиков без накида. И теперь из арочки мы делаем 1 протяжной полустолбик и вяжем следующий лепесток. 1, 2, 3, 4, 3 накида на крючок, провязываем столбик с 3 накидами, воздушная петля и снова 6 столбиков без накида. Опять из маленькой арочки мы вяжем протяжной полустолбик, вяжем 3 лепесток. И обязательно из маленькой арочки еще протяжной полустолбик. Теперь мы вяжем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующей арочке большой, под ее конец, мы вяжем столбик без накида. 3 воздушные петельки. В начале следующей арочки мы вяжем опять столбик без накида. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И перешли в следующую маленькую арочку. И снова мы в этой маленькой арочке уже будем вывязывать точно такой же цветок. В принципе, мы с вами так быстренько-быстренько повторили наш узор. Вяжем до конца нашего ряда, вот до вот этой вот маленькой арочки, и в ней мы вывязываем еще цветок. Мы с вами связали первый ряд, дошли, вот смотрите, у нас 1 цветок получился, 2 цветок, 3 цветок, 3 раппорта. Вот наша последняя арочка, и теперь мы будем делать уступ для ростка. Мы вяжем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в конечную петельку, провязываем столбик без накида и делаем далее уступ. Вяжем 1, 2, 3. Начинаем его с маленькой арочки. 1 накид на крючок. Под 2 дужки возвращаемся соединение между арочками и связали 1 маленькую арочку. Теперь у нас идет большая арочка. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок. Провязываем опять столбик с 2 накидами. Снова большая арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида на крючок, столбик с 2
накидами. Маленькая арочка, 1, 2, 3, 1 накид на крючок, столбик с 1 накидом и вяжем еще одну большую арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида на крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Мы с вами связали первый уступ для нашего ростка. Теперь мы возвращаемся обратно. 1 воздушная петелька под низ, под арочку. Мы сразу разворачиваемся, вяжем столбик без накида. И теперь вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. И в нашу маленькую арочку мы вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петельки и снова в эту же арочку столбик с накидом. Теперь вяжем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В соединении между арочками в петельку мы провязываем столбик без накида. Опять вяжем 5 воздушных петелек. И вот наша маленькая арочка, с которой мы начинали первый уступ. Вяжем снова столбик с накидом, 3 воздушные петельки и в эту же арочку столбик с накидом. В местах перехода обычно мы делаем здесь 1 воздушную петельку, если смотреть по узору. Но в местах перехода, именно в уступах, мы будем делать по 2 воздушные петельки. И теперь заходим в вершинку нашего лепестка, вяжем столбик без накида. Теперь 5 воздушных петелек. В следующую вершинку столбик без накида. Снова 5 воздушных петелек. В следующую вершинку столбик без накида. И здесь у нас 1 воздушная. В эту арочку посередине мы вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петельки и снова столбик с накидом. 1 воздушная петелька. В вершинку мы вяжем столбик без накида. Теперь 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Следующую вершинку мы вяжем столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую вершинку мы вяжем столбик без накида. Здесь у нас снова будет 1 воздушная петелька, маленькую арочку столбик с накидом, 3 воздушные петельки, опять маленькую арочку столбик с накидом, 1 воздушная петелька, в вершинку мы вяжем столбик без накида, 5 воздушных петелек между лепестками, опять в вершинку столбик без накида, 5 воздушных петелек и в вершинку у нас опять вяжется столбик без накида. Мы подошли к концу ряда и здесь мы опять вяжем 2 воздушные петельки и заходим в первую петельку нашего ряда, вот сюда в уголок, провязываем столбик без накида и делаем уступ в другую сторону. Опять вяжем маленькую арочку. 1, 2, 3, 1 накид на крючок,
под 2 дужки заходим, вяжем столбик с одним накидом. Следующая у нас большая арочка. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок. В соединение между арочками под 2 дужки вяжем столбик с 2 накидами. Далее у нас по узору идет опять большая арочка. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок. В соединении между арочками провязываем столбик с 2 накидами. Теперь у нас по узору далее идет маленькая арочка. 1, 2, 3, 1 накид на крючок и провязываем столбик с одним накидом. И последняя. 1, 2, 3, 4, 5. Большая арочка. 2 накида на крючок. В соединении под 2 дужки провязываем столбик с 2 накидами. Мы сделали уступ в другую сторону. Вот так вот частичным вязанием мы будем вывязывать росток. Опять вяжем воздушную петельку, берем под низ, под арочку крючком, разворачиваем и провязываем столбик без накида. В этом ряду у нас вяжутся цветы. Значит, мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек и переходим в маленькую арочку, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 3 накида на крючок, провязываем столбик с 3 накидами, воздушная петля и 6 столбиков без накида. Обязательно из арочки еще один протяжной столбик. Вяжем еще 2 лепесточка. Вот мы связали 3 лепестка уже второго цветочка и вяжем далее по узору. Отсюда мы вяжем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И как по узору мы под следующую арочку делаем столбик без накида, 3 воздушные петельки и под следующую арочку снова столбик без накида, 5 воздушных петелек и переходим, вяжем следующий наш цветок. Так мы вяжем здесь еще цветок, здесь цветок, вот у нас еще цветок, и в конце у нас идет тоже вывязывание цветка. Довязываем до конца ряда. Довязали этот ряд, и теперь давайте посмотрим, что мы с вами, собственно, сделали, чтобы вы понимали общую картинку. Мы набрали сначала наборочный ряд, 3 повторения раппорта, связали обратно этот ряд, потом добрали один уступ, вернулись цепочками, обвязывая наши цветочки, сделали еще один уступ, и теперь возвращаемся опять цветочками. Мы сделали уже один уступ и второй уступ. Сейчас будем делать третий, возвращаясь к 4. Мы находимся в конце ряда. Вот связанный последний цветочек ряда. И вяжем последние 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И заходим в угловую петелечку, провязываем столбик без накида. И отсюда вяжем следующий уступ, начиная с маленькой арочки. 1, 2, 3, 1 накид на крючок, в соединении между арочками под 2 дужки провязываем столбик с накидом. Теперь у нас будет 2 больших арочки. 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида на крючок, соединение между арочками, провязываем столбик с 2
накидами. Еще раз повторяем большую арочку. Теперь у нас маленькая арочка. 1, 2, 3. Накид на крючок. Провязываем столбик с накидом. И последняя большая арочка. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок. И столбик с 2 накидами. Воздушная петелька. Подхватываем крючком под низ арочки, и у нас разворачивается сразу же ряд. Вяжем столбик без накида. Теперь вяжем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас ряд там, где мы обвязываем цветы арочками. Значит, в маленькой арочке мы вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петельки и еще один столбик с накидом. Теперь провязываем опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И между 2 арочками в соединение вяжем столбик без накида. Вяжем опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В маленькой арочке мы провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петельки и еще раз столбик с накидом. При переходе от уступа уже на основное вязание мы всегда будем делать вместо одной по 2 воздушные. 2 воздушные петельки и в вершинку цветочка столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек и в вершинку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 в вершинку столбик без накида. Далее по узору у нас идет 1 воздушная петелька. В маленькую арочку мы вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петельки и снова в эту же арочку столбик с накидом. 1 воздушная петелька и опять в вершинку. И опять 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек, в вершинку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, в вершинку столбик без накида. Далее мы опять делаем 1 воздушную, столбик с накидом, 3 воздушных, столбик с накидом, 1 воздушная. Опять здесь между цветами будет по 5 воздушных петелек. Мы так довязываем до нашего конца ряда. Провязали этот ряд до конца, и здесь у нас 2 воздушные петельки и провязываем в уголочек столбик без накида. И делаем следующий уступ. Маленькая арочка. 1, 2, 3, накид на крючок, столбик с накидом. 2 большие арочки. Опять 1 маленькая. И последняя большая арочка. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок и столбик с 2 накидами. Опять воздушная петелька,
подхватили под низ, и у нас развернулся столбиком без накида, развернулось наше вязание в обратную сторону. И теперь мы снова вяжем. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Заходим в маленькую арочку. У нас в этом ряду идет вывязывание лепестков. Соответственно, мы вяжем в маленькой арочке наши 3 лепестка. Следующие 3 лепестка будут вот здесь вот. И переход вот этот вот я вам уже показывала. Вяжем так опять до конца нашего ряда. Мы опять закончили ряд. Опять смотрим. Вот наше начало вязания. 3 раппорта. И в каждую сторону мы сделали уже по 2 уступа. Сейчас мы находимся вот в этом месте и будем вязать 3 уступ. Он у нас будет немножечко короче. Вяжем 5 воздушных петелек. В угловую заходим, провязываем столбик без накида, вяжем 3 воздушные петельки, столбик с накидом и соединение между арочками. Теперь у нас 2 большие арочки. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Из соединения между арочками провязываем столбик с 2 накидами. Еще одна большая арочка. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок. Из соединения между арочками провязываем столбик с 2 накидами. И завершаем мы 3-й последний уступ маленькой арочкой. 1, 2, 3. Накид на крючок. Из соединения провязываем столбик с 1 накидом. Подхватываем под низ эту арочку, и у нас разворачивается ряд. Мы сейчас будем возвращаться опять по ряду, и с другой стороны нас ждет еще 1 уступ, но уже в этом ряду мы будем делать распределение на реглан. Ну вот теперь давайте разбираться. Мы с вами связали с каждой стороны уже по 2 уступа, и это 3-й. И теперь будем возвращаться вязать узор. Я уже отметила вам места регланных линий. Значит, смотрите, вот у наша спинка, вот наших 1, 2, 3 относящихся к спинке, с которых мы начинали 3 раппорта. Далее наискосок идет цветочек, и вот над этим цветочком у нас начнется регланная линия. Точно так же здесь. Значит, на спинке мы оставили 3 цветочка, на рукавах мы оставили 2 цветочка, и вот здесь вот в арочке у нас будет регланная линия. Далее у нас все вот это пойдет наперед, и здесь у нас будет впереди 1, 2, 3 цветка. И возвращаясь этим рядом, сразу же здесь мы будем уже делать регланы, а заканчивая ряд мы довяжем еще 1 уступ. Вот мы находимся в начале ряда, и теперь у нас уже здесь будет застежка, край нашего изделия. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек, и в эту же маленькую арочку провязываем столбик с накидом. Теперь снова вяжем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И между арочками 2 большими вяжем столбик без накида.
Теперь мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. И вот в маленькую арочку мы вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петельки и еще один столбик с накидом. Теперь у нас всегда при переходе сначала 2 воздушные петельки, в вершинку провязываем столбик без накида, вяжем 5 воздушных петелек, 2, 3, 4, 5, в вершинку провязываем столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5 и в вершинку провязываем столбик без накида. Мы подошли к месту нашей первой регланной линии. Сейчас я уберу булавочку, и в этом месте мы вяжем 1 воздушную петельку. Вот наша маленькая арочка, вяжем в нее столбик с накидом, 3 воздушные петельки, еще раз столбик с накидом, 1 воздушная петелька и повторяем такое же окошко. Столбик с накидом, 3 воздушные петельки и столбик с накидом. Мы подготовили место под 2 цветка в следующем ряду, в будущем ряду. Далее продолжаем по узору опять. 1 воздушная петелька, в вершинку провязываем столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5, в вершинку провязываем столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5, опять в вершинку цветка провязываем столбик без накида. Мы довязываем вот до следующей булавочки, 1 воздушная петелька, здесь мы вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петельки, опять столбик с накидом, 1 воздушная петелька, здесь проходимся по вершинкам, 1, 2, 3, 4, 5, еще раз 1, 2, 3, 4, 5, и вот следующая булавочка у нас, она уже над цветком. Это мы связали 1 регланную линию. Теперь вот это вот у нас будет рукав и следующая регланная линия. Мы опять вяжем 1 воздушную петельку и точно так же вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петельки, столбик с накидом, 1 воздушная петелька и опять столбик с накидом, 3 воздушные петельки и еще раз столбик с накидом. Вот показываю вам, что мы здесь делаем в этих местах. Далее опять идем до следующей булавочки по узору. Мы опять дошли до следующей булавочки. Здесь вяжем опять разветвление на реглан. 1 воздушная. Провязываем столбик с накидом. 3 воздушных. В эту же арочку столбик с накидом. 1 воздушная. Опять столбик с накидом в эту же арочку. 1, 2, 3 воздушных и последний 4 столбик с накидом в эту же арочку, 1 воздушная и опять проходимся по вершинкам по узору 1, 2, 3, 4, 5, снова в вершинку столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5 и снова в вершинку столбик без накида. И вот наша в конце, в самом конце у нас идет последняя булавочка. Доходим до нее.
Я дошла опять до последней булавочки. Я ее пока опять снимаю, потому что неудобно сейчас вязать будет. И вяжем 1 воздушная петелька. И вот у нас арочка. Столбик с накидом. 1, 2, 3. Опять столбик с накидом. 1 воздушная. И еще раз повторяем такое же окошко. Столбик с накидом. 1, 2, 3. И столбик с накидом. 1 воздушная петелька. Переходим по цветку в вершинку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Опять в вершинку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В вершинку, столбик без накида. И мы дошли до конца ряда. Здесь у нас 2 воздушные петельки. Заходим в угловую петелечку. И нам симметрично нужно связать еще последний уступ. 1, 2, 3 воздушные петельки, накид, столбик с накидом. Теперь повторяем 2 большие арочки. 2 накида. Из соединения мы провязываем столбик с 2 накидами. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок. Из соединения провязываем столбик с 2 накидами. И заканчиваем маленькой арочкой. 1, 2, 3. Накид. И столбик с накидом из соединения. Теперь мы провязываем воздушную петельку под низ крючком. Мы развернули вязание, связали столбик без накида. И теперь делаем 2 накида на крючок. И соединение после первой маленькой арочки, соединение между арочками, провязываем столбик с 2 накидами. То у нас будет вот такой вот в этом месте разворот. И отсюда мы уже поворотными рядами вяжем туда-обратно наш узор. Здесь мы вяжем половинку нашего цветочка, а это 2 лепестка. 1, 2, 3, 4, 3 накида на крючок, столбик с 3 накидами, воздушная петелька. Теперь провязываем 6 столбиков без накида под эту арочку. Под арочку мы делаем протяжной полустолбик и повторяем лепесток. 3 накида на крючок и столбик с 3 накидами провязали. Воздушная петелька. Под арочку мы вяжем 6 столбиков без накида. И опять протяжной полустолбик. Это у нас будет половинка, так край нашего изделия. Здесь будет вязаться уже планка. И дальше мы вяжем по узору. Сейчас мы провязываем 5 воздушных петелек. В конце большой арочки столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки. В начале следующей арочки снова столбик без накида. 5 воздушных петелек. И
маленькой арочки мы вяжем уже наши 3 лепестка. 1, 2, 3, 4. 3 накида на крючок. Провязываем столбик с 3 накидами. Воздушная петелька. 6 столбиков без накида. Так, повторяем сюда еще 2 лепестка. Здесь у нас идет переход уже после уступа. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Пропускаем 1 лепесток. В следующую арочку вяжем столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. В следующую арочку через цветок снова столбик без накида. Теперь вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. И мы подходим к первой нашей регланной линии. И в первую арочку мы вяжем столбик без накида. И в эту же арочку мы провязываем, как обычно, все 3 лепестка. Вот мы связали первых 3 лепестка в первом окошке, и в следующем окошке мы тоже будем вязать точно такие же 3 лепестка, но сначала мы свяжем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3 и перейдем в следующее окошко столбиком без накида. И теперь в этом окошке вяжем опять точно такой же цветочек на 3 лепестка. Ну вот мы с вами связали первое расширение, первую регланную линию. Далее мы вяжем по узору до следующей булавочки. Вот у нас видно опять 2 окошка, где нужно сделать вот такой вот тоже двойной цветок. И опять булавочка отмечена, опять 2 окошка и следующие 2 окошка. И так довязываем до конца ряда. Мы завершили наш ряд, и теперь, чтобы продолжить следующий ряд, нам нужно подняться в вершинку вот этого вот второго лепестка. Для того, чтобы подняться и не затянуть лепесток, мы вяжем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваемся и вяжем в вершинку лепестка столбик без накида. И вот теперь мы можем продолжать вязать следующий ряд, но это уже будет позже. А сейчас мы посмотрим, что мы с вами сегодня навязали. А связали мы сегодня с вами достаточно немало, и самое трудное и кропотливое место. Мы с вами связали росток от центра, вот наш начало вязания, 3 раппорта, далее по 3 уступа с каждой стороны. И когда мы уже делали последний уступ, то мы сразу делали распределение на регланные линии. Вот они булавочками у нас отмечены. Вот эти вот места, которые вы видите, потом в процессе обвязывания горловины, подготовки уже к капюшону, они будут еще подравниваться. Но иначе у меня здесь не получилось. Зато у нас росток по всем правилам. И регланная линия у нас тоже будет красиво выкладываться. Это я уже знаю точно, особенно после того, когда я сделала это трижды практически до подмышки, вернулась еще раз, вернулась еще раз. И вот 3-й раз у меня получилось, теперь я вам показываю. Так что для вас все это будет очень просто. И на следующем занятии мы продолжим с вами вязать реглан, и там будет больше теории, чем практики. А сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Не говорю до новых идей. Мы будем продолжать эту же идею.